Сегодня мне бы хотелось поговорить на такую тему, как вечное забвение. Как писал Уильям Шекспир, что было в прошлом и что будет в будущем, усеяно шелухой и бесформенными руинами забвения. Необходимо указать, что забвение – это состояние отсутствия сознания, которое, по мнению некоторых, наступает после смерти. Эта идея противоречит убеждениям о том, что после смерти есть загробная жизнь, например, рай, ад и так далее. Идея вечного забвения исходит из того, что когда мозг умирает, сознание прекращает свое существование. Итак, вечное забвение, вечный обливион – это философская религиозная научная концепция, согласно которой сознание человека навсегда прекращается после смерти, в отличие от верований в загробную жизнь, таких как реинкарнация, рай, чистилище, ад или любое другое состояние сознания, например, духовных или нематериальных частиц, таких как душа, которые переживут смерть. Памела Хит и Джон Климо пишут, что это понятие в основном ассоциируется с религиозным скептицизмом, светским гуманизмом, нигилизмом, агностицизмом и атеизмом. Согласно большинству современных нейробиологических теорий сознания, мозг является основой субъективного опыта, активности, самосознания и осознания окружающего мира, природы. Когда наступает смерть мозга, все функции мозга навсегда прекращаются. В нейропсихологии сознание или психика наряду с разумом и личностью относятся к результатам функционирования мозга. При смерти мозга вся нейронная активность прекращается навсегда. Это, следовательно, подразумевает, что сознание, как оно определено в нейропсихологии, не может пережить смерть мозга. Многие нейробиологи и нейрофилософы, такие как Дэниел Деннет, считают, что сознание зависит от функционирования мозга, а смерть – это прекращение сознания. Научные исследования показали, что некоторые области мозга необходимы для поддержания сознания, поскольку дисфункция или повреждение этих областей структур приводит к потере сознания. С помощью натуралистического анализа разума считается, что он зависит от мозга, о чем свидетельствуют различные последствия повреждения головного мозга. В апологии Сократа, после того, как Сократ был приговорен к смертной казни, он обращается к суду. Он размышляет о природе смерти и резюмирует, что существуют две основные школы мысли о загробной жизни. Первая школа утверждает переселение души или сознания, метемпсихоз, из этого существования в другое, и что души всех ранее умерших людей будут находиться там. Это волнует Сократа, потому что он сможет провести свои диалектические исследования со всеми великими греческими героями и мыслителями прошлого. Вторая школа утверждает мнение о смерти, которое состоит в том, что забвение – это полная потеря сознания, не только неспособность чувствовать, но и полное отсутствие осознанности, как у человека, погруженного в глубокий сон без сновидений. Сократ говорит, что забвение не очень пугает его, потому что, хотя он и не осознавал бы этого, он, соответственно, был бы свободен от какой-либо боли или страданий. Цицерон, писавший 3 столетия спустя, в своем трактате аналогичным образом рассуждал о перспективах смерти, часто ссылаясь на труды более ранних греческих мыслителей. Цицерон также пришел к выводу, что смерть – это либо продолжение сознания, либо его прекращение, и что если сознание сохраняется в той или иной форме, то нет причин бояться смерти. В то время как если это на самом деле вечное забвение, он будет свободен от всех мирских страданий, и в этом случае ему также не следует глубоко переживать. Похожие мысли о смерти были высказаны римским поэтом и философом Лукрецием и древнегреческим философом Эпикуром в его письме, в котором он пишет: «Приучите себя к мысли, что смерть ничего не значит, ибо добро и зло подразумевают способность чувствовать, а смерть – это лишение всех чувств. Следовательно, правильное понимание того, что смерть для нас ничего не значит, делает смертную жизнь приятной, не добавляя к ней безграничного времени, а отнимая его. Прочь тоску по бессмертию, ибо жизнь не страшна тому, кто досконально понял, что для него нет ничего страшного в том, чтобы перестать жить. Поэтому глуп тот, кто говорит, что боится смерти не потому, что она причинит боль, когда придет, а потому, что она причиняет боль в перспективе. Все, что не вызывает раздражения, когда оно есть, вызывает только беспочвенную боль в ожидании».
Таким образом, когда мы существуем, смерть не приходит. А когда смерть приходит, нас нет. Тогда это ничто ни для живых, ни для мертвых, потому что у живых этого нет, а мертвые больше не существуют. Перефразируя философа Пола Эдвардса, Кит Августин и Йонатан Фишман утверждают, что чем больше повреждения мозга, тем больше соответствующее повреждение разума. Естественная экстраполяция этой модели слишком очевидна. Полностью прекратится функционирование мозга, и психическая деятельность тоже прекратится. Психолог Стивен Пинкер и физик Шон Кэрролл утверждают, что смерть эквивалентна вечному забвению, поскольку наука не находит механизма для сохранения сознания после смерти. Томас Кварк, основатель Центра натурализма, написал статью под названием «Смерть, небытие и субъективность». Он раскритиковал то, что он считал ошибочным описанием вечного забвения как погружение во тьму. Когда некоторые, в том числе и нерелигиозные, представляют себе свою смерть, они проецируют себя в будущее «я», которое погружается в вечную безмолвную тьму. Это неправильно, потому что без сознания нет осознания пространства и нет основы для времени, не может быть темноты, потому что, чтобы ощутить темноту, человек должен осознавать ее. По мнению Кварка, в забвении, обливионе даже отсутствует опыт, поскольку мы можем говорить об опыте только тогда, когда существует субъективное «я». По словам нейробиолога Джулио Тонони, сознание – это все, чем мы являемся, и все, что у нас есть. Потеряйте сознание, и насколько это вас касается, ваше собственное «я» и весь мир растворятся в небытии.